Приветствую, друзья! Доктор на связи. Сегодня у нас Summer Game Fest. Буквально через минут 5 он начнется.
Давайте вместе посмотрим, что еще можно сказать здесь. Стримов давно не было, как вы знаете, но буквально вот, наверное, где-то со следующего вторника стримы будут почаще. Так, давайте начинать. Да, вот буквально через 5 минут начнется. Вроде как даже субтитры обещали, но, конечно, не уверен я, что они будут. Ну, по крайней мере, английский есть, но... В принципе, это основное, конечно, трейлеры это будет, поэтому там, я думаю, можно без слов понять. Либо как... Ладно, посмотрим. Ну, скорее всего, их позже добавят просто в записи эти субтитры. Как это обычно делается. В общем, отпуск у меня начался как бы номинально с 3 числа уже. Но 3 подрубить не получилось. У меня там дети приболели, как обычно. А теперь я заболел. Сегодня вот старший день рождения отметили, но я вообще сейчас без сил, честно говоря. Но я думаю, мы видосики посмотрим, почему бы нет. Ну и самое главное, конечно, выставка. Это будет беседка, которая 11 числа у нас будет. По-моему, с 11 на 12 также она будет ночью. Ну, в Телеграме позже напишу, когда конкретно будет стрим. Там мы ждем Starfield, конечно же. Вот, не знаю, есть ли смысл на YouTube это смотреть, либо можно здесь, как бы разницы, наверное, нету особой. Тем временем 3 минуты. Ну, вообще на этот год и, возможно, даже на начало следующего, в принципе, для меня 2 основных проекта — это Stalker 2, который непонятно когда выйдет, и Starfield, конечно же. Starfield должен в сентябре выйти. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, возможно, какие-то еще интересные проекты будут, которые прямо супер заинтригуют, или какие-то продолжения старых серий. Пустельган, привет, приветствую. Конечно, можно, да. Третий браузер. Как тебе будет удобно? Аматек, приветствую, рад тебя видеть. Располагайся. Мы пока ждем начала. В общем, как я в начале стрима говорил, я умудрился заболеть, короче. Сначала дети заболели, и старший, и младший. Вот, поэтому 3 числа я вообще выдохся. У нас еще был корпоратив на работе. У меня с 3 числа, с 3 июня, по идее, был отпуск начался. Но пока я еще не ощутил какого-то отдыха. Вот, ожидается все-таки, что вот где-то с 13 июня примерно дети пойдут в сад опять.
И вот будет с 13 по 25 у меня будет вот чуть больше, ну, почти 2 недели. И там, я думаю, будут подрубки стримов почаще. Буду днем, наверное, подрубать. Пока не буду загадывать, потому что что-то пока все наперекосяк, как обычно, идет. Вот. И сейчас я сам еще заболел, и неладно себя чувствую сегодня. Уверен, что это наш Алексей, вряд ли наш такого не допустит подобного. Здорово, ДК студия. Ну, видишь, как видишь, допустил. Хотя у меня небольшая лихорадка, походу, есть сейчас. Это... Нормально. Видосики смотреть, как бы, языком чесать, это не мешки вообще, знаете. Да какой, я тебе говорил, что это второй мой акт, у тебя не столько много зрителей, только... ты про... ты про это. Опа, начинается, ребят. Короче, если вы пустечка, не смотрите сами Геймфест, написано. Может вас расстроить, обидеть и так далее. Давайте пока субтитры выключим. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Встречаем Джеффа Килли, создателя Game Awards. Так. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow. Так, а что непонятно? Мы же трейлеры пришли смотреть. Я не смогу переводить тебе синхронно. Я же не знаю английский. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Не надо, я носитель языка. Ну, тем более. Он говорит, что будут разные крутые новинки, много игр еще находятся в разработке и так далее. Продолжение серии каких-то будет и так далее. A very special grand finale that you're not going to want to miss. Короче, будет еще финал шоу очень крутой, который вы не хотите пропустить. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Так, мы начинаем, короче. Опа, принц Персии. Это типа первая часть, ремейк первой части, типа того. Ubisoft влетает сразу же. Публика орёт. Опа, кусок говна. Не, ну что-то своё. Но он выглядит как принц не Персии, Тунис какой-то. Без негатива к Тунису. Что за мантикора или что? Это однозначно мантикора. Так, что по звуку сориентируйте, ребята? Нормально меня слышно, нормально ли слышно звук? Такое безобразие на экране. Меня погромче, а я не смогу, кстати, так сделать. Хорошо, сейчас что-нибудь сделаю. Давайте, наверное, потише. Вот так громче стало же немножко, да? Но сейчас чуть-чуть громче сделаем, на 1 децибел. Опа, монголы. Что это? Что за всадник? Это же принц Персии, да? Это же не может быть, да, ну принц Персии. Потерянная корона. Январь 18-24, короче, через, в начале следующего года.
конце, начало There's a little следующего surprise. года. Prince of Persia: The Lost Crown is coming Птицы in коронки. January 2024. A Золотая. brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, Короче, incredible экшн-платформер с platforming, puzzles, and глубокой animation, боевой bringing a системой. modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Свежий типа Ubisoft взгляд Forward, на классику. streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game Так, franchise смотрим на that just следующую celebrated 30 years. ну, икону That's right. гейм-индустрии. It's time for Mortal Следующая Kombat франшиза 1. Mortal Kombat 1. Ну, вы знаете, перезапуск случился у нас. Keep you waiting on this Сейчас one. покажут, видимо, геймплей, надеюсь. It Не has знаю. been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at У меня в Steam NetherRealm have куплены been какие-то hard at work МК-11, on по-моему, the most ambitious МК-10, MK может yet быть. that reboots the Ни разу series не into a запускал. new era timeline. And Последний раз it's в Mortal coming Kombat this играл, September. наверное, в третьей, во Everyone has been второй, вот эти asking, what классические does it look части. like? Who's on the roster? Всё. How do the new Не cameo знаю, зачем fighters купил, не work? особо люблю Well, файтинги. now it is time for Когда-то думал, combat. No буду играть в них. spoilers, but this Как и video в is 90% literally моей insane. библиотеки Steam. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, Так, расскажут про сюжет, про фаталити, про геймплей покажут. Все отлично. Блин, у меня лед растаял. О, ну это... А, ну это синематик. Что ты мне показываешь? I have had enough of you. Then go before I put you down. Драка в баре в стиле Mortal Kombat. Что еще нужно? Что вам еще надо, ребят? Today, you have proven worthy of joining us. Come. There are other champions, I must gather. Кам. Я слушал Кам. What do you want? Все, продано. Надо It's my покупать, family получается. blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Пати решает, что надо эксплуатировать уже успешный проект. По последнему это картиплей. Чем-то пытается найти что-то новое. Ну, вот тот же самый МК. Вот я не помню, какая сильно была графика в предыдущих частях. Ну, последний там 12, МК-12 какие там были. Okay, let's go back to Но, one here. типа, Who are you again? Lord Liu Kang, выглядит неплохо. protector of Earthrealm, god of Ну, fire. просто какой следующий шаг? Типа, футуристичная графика, тогда все вот эти фаталити будут совсем жестко выглядеть, типа, ну, они и так довольно жесткие в плане кровавости, жестокости, а если это будет фотореализм, ну, то просто, вас просто вырвет. Ну, не вас, но большую часть аудитории. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience Мне кажется, или подлагивает немножко, видели? Ну, такая открытая светлая сцена, и сейчас немножко в катсцене немножко подлагивало, когда он подошел. Ну, графонисто, что могу сказать. Выглядит сочно. Но мне как не шарящему особо за файтинги, ну, типа, Mortal Kombat и Mortal Kombat, ну, классно. Типа, в чем супер отличие от предыдущих двух частей? Mortal Star Kombat. Лагает же, лагает. Это что? Или у меня трансляция лагает? Хотя трансляция, да. Видите, маленечко FPS-ов его чуть-чуть не хватает. Нам ли не привыкать? Ну, как бы нам ли говорить об этом? Мы привыкли к 20 FPS. В лучшем случае в Star Citizen. О, ну прикольно, кстати, эти все старые приемчики. Это типа Джонни Кейдж или что? В башне. Жестко. Напоминаем, что стрим 21+. Не, ну, типа, клево, это чисто.
это они тут сообща работают? Оу. Шаукан был похож. Как его зовут-то? Не Шаукан, как... I mean, that Я was забыл. pretty good, right, guys? Шансун. Да, Now, Шансун. I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat. Это не Mortal Kombat, короче. Это Буна. Встречаем. И под тему выходит стилизованный. Congratulations. Сабзира Вин все I равно здорово love you. грифон. All right, well, Ed, first of Так, all, я thank захожу you за for льдом. that incredible Ребята, world лед premiere. We оставил. got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Where Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can go, Ну, короче, роста, типа, можно двоих персонажей выбирать. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And so you see there's like a meter up on top, which is... Когда позвал на стрелку своего старшего брата, да, типа, так, хоп, вышел издалека, навалял. Обратно ушел в тень. You can call them pretty much whenever Двое you на одного, want. это And they нечестно. have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Нашего Or брата there's без some repeats from глаза. the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as Правильный cameos выбор, как as говорится. well Не, as the main вообще, roster. So you почему can play Кану Sub-Zero без with бороды, Sub-Zero, right? лысый? Что происходит? You can same thing with Scorpion, but a lot of our Это cameo fighters are последствия kind of like коронавируса nods или back чё? to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really Можно придумать шутки про коронавирус, не смешные. Каждый франшизе. Первое, это был «Принц Персии» и «Потерянная корона», как бы тут уже нечего сказать, скажем так. Уже все пошучено. Ну вот Mortal Kombat. Кана стал лысым почему-то, азиатом, без бороды. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. Jean-Claude Van Damme with John Cage. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out.
So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. Типа изначально они хотели сделать игру по Ван Дамму или типа того. Потом они пытались его пригласить всегда разные, были настолько вот близко к этому, но у них не получалось. Потом они пригласили его на озвучку и так далее. А возможно, я все придумал, и они не об этом говорят. Вам решать. To keep over the last 4 years, and so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the там в first логотипе look этого, at смотрите, MK1. все, у меня же крыша едет. В логотипе Mortal Kombat lots more птичка летает, и лес, lots more смотрите, как characters to красиво. reveal on Это the лучший main логотип roster в and мире. cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. Okay. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Все еще после МК2 ничего не было, сейчас вот будет Path of Exile 2. Я, кстати, играл в Path of Exile, когда он только вышел. Очень прикольно было. Как раз то Диабло, которого не хватало после Диабло 3, вот это вот всего мультяшества. Причем бесплатно. Очень выдержанная стилистика, но вот эта мощность мне не очень нравится. Power gameplay. Хотя это в целом игры про вот это, а я не фанат такого. Для меня Диабло это все-таки просто игра из детства, очень страшная и сложная в этом смысле. Я бы хотел поиграть в переиздание, ну, в смысле, вот ремейк и в 4-й Диабло, но когда-нибудь потом, наверное. Ну, прикольно. Это типа логотип, да. Иван Философ играет, кстати, постоянно. Не постоянно, но часто играет, периодически. Часто периодически. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Да, покажут еще про Street Fighter. Что-то. Не понимаю, зачем нужен Street Fighter, когда есть Mortal Kombat, но я просто не шарю, как это, скорее всего. Так. I am the advanced artificial intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Короче, я искусственный интеллект. Пожаловать на какой-то там остров. Будем сражаться с тираннозавром. В Mortal Kombat больше нет сисек и жоп, у Capcom все в порядке. Ну в Capcom только это и есть, как бы, в общем. Тебе это роботизированные сиськи и жопы, судя по всему. Коллаб один. С кем коллаб это? С Exoprimal. Сейчас выходит от Capcom же еще игра Exoprimal, где мы просто деремся в экзокостюмах против динозавров. Они решили это совместить. А может, и не надо, ну, тоже верно. Осень, да, будет или что? Но это не самая сумасшедшая коллаборация на сегодня, которая будет у нас на шоу. Нет ничего сильнее, чем воображение. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. О. Это Bad Light Николас Кейдж.
Причем это, ну, типа, Николас Кейдж в роли Николаса That's Кейджа. right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I Я mean, I никогда don't не know how понимал these ДБД, things happen, честно. but Честно, меня бесит, типа, I figured the easiest way to условности, find которые out там is есть. Ну, probably типа, to go идея right to the прикольная, я source. уверен, что играется весело, но я This не пробовал man's и не bold creative хочется. choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest Nicolas Сами Cage. коллаби фест. Воу, Николас Кейдж пришел, ну классно. Не, ну Николас Кейдж крутой чел, типа супер крутой. Снимается во всем подряд, но при этом остается Николасом Кейджем. Типа, что еще надо? Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool Так рад, club. что меня купили рекламу просто и все. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima Он даже не game, похож на but себя в игре Dead особо, by ну то Daylight, есть, I mean, типа, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And это музей when I make movies, ужасов. one of my favorite genres is horror. And in this, and in Мой любимый that жанр genre, there's фильмов a это character, a murderous ужасы. ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the cool survivors in story, this скажем, game, and it's про cool that, призраков. you know, it really is this museum Yeah. of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Ну, он спрашивает, типа, ты сам себя играешь или кого? Он говорит, я играю Ника Кейджа, короче. And in the fog, he's surrounded by Любимым жанром crows с and момента serial оплаты за рекламу. killers, and Да-да-да. it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors. Типа, я не with уверен, you. It's конечно, но мне teamwork. кажется, You're Николас working Кейдж together to не pull играет в through, игры, and I like ему вообще that. насрать на все And это so that дерьмо, was a пригласили, large просто reason деньги for wanting to заплатили. do it as А well. он That супер рад за feeling это. of bonding Значит, with непонятно, почему он friends. играет you're в всяких fully influenced. I фильмах know we категории heard your Б, voice in there, so you С, recorded Д lines и for it and так everything? далее, See, короче. I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method Ну, Nick что, Cage. I типа, love it. озвучил I это mean, его голос. this is so fun. в This игре game, будет и as you так said, далее. is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family Yeah. is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and Короче, branch out говорит, and go on this Dead by Daylight участвовать adventure. в I коллабе didn't в say- игре it с took игрой, me это типа для nothing меня but a новые split second to возможности, say там, yes. найти новую аудиторию и так And далее. speaking Это about новый, split seconds, новый опыт для меня, excuse и me, what I бла-бла-бла. noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So Yep. that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more Или в games. игре категории С. Thanks, guys. Да-да. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Мне больше интересно, почему типа на сцене стоит Джефф Килли, и профессиональный актер, и Джефф Килли стоит так вот в полоборота, как бы его хорошо видно, его лицо, а Николас Кейдж стоял боком всю дорогу и иногда только поворачивался лицом на камеру, чтобы было понятно, что это Николас Кейдж. Ну, короче, как-то он странно встал. On July 5th, and here's an exclusive first look Скорее at всего, ему просто Nicolas насрать, Cage in Dead как by и Daylight. Клаве. Ну, слушай, да, так уже, так, ну, не особо они впечатляются этим. Как и я, собственно. Ну, что это? Вот это анимации, конечно. Как и Николас Кейдж только что говорил, каждое движение, каждое это типа
особый уровень погружения, особый уровень иммерсива. Тупо кайф, смотрите. Вот эти анимации божественные. Вот это выражение лица классное. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to Так, мы передумали, и я буду снова играть в Ведьмака. Ну, в этим он еще будет играть. С анимацией из Fallout. Типа того, кстати. Жесть, что нас делает каждый раз. Наверное, не надо. Тупо Netflix сняли фанфик по Ведьмаку. Чё мы ожидали еще? Просто жесть. Там есть хорошие моменты, хорошие даже сцены есть. Типа, актеры некоторые неплохо и играют, и стараются, и так далее. Но в целом все еще кал, как бы. Ну, там, в котором нет полной сцены, не нужен. Но там есть эротические сцены, довольно откровенные, неплохие. Не уровень, конечно, Игры престолов, но плюс-минус. Не, они, кстати, антураж неплохо сделаны. Кроме косяков, там, с такими костюмами, вот с этими. Ну, не со всеми причем. На удивление, некоторые моменты, вот типа как в таверне он там сидел в первом сезоне. Сделано очень так аутентичненько. Вот что это за костюм? Вот что за костюм у Йеннифер, конечно. Это жесть. Видели просто? Это она куда пришла? Типа на пляж? В купальнике? Ну, типа. Бетаниш. Типа с бункером, я не знаю. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. Ну, типа попытка сделать какого-то Ведьмака для зумеров. Видимо, нужно быть зумером, чтобы тебе это понравилось, я не знаю. Нет, тут я не согласен с тобой. Нет, ну... Хотя нет, наверное, да. В первом Ведьмаке достаточно эротично были карточки. Эти Ведьмак и был для зумеров. Ну, не настолько, нет. Нет, он все еще был... По сравнению с первым... С первым, да. Ну, с первой игрой. А в целом это более... Ну, немного более зумерское... продолжение второго Ведьмака. А второй был более такой, типа, попытка в кинематографичность, в голливудчину какую-то небольшую. Так, от разработчика будет шторма, что-то еще там, бла-бла-бла. Что это? Это Вархаммер какой? Я не знаю. Мишель. Ну, вид неплохо, кстати. Это какой-то опять Souls-like. А, нет, это Witch Fire, как он там, Witch... Я жду эту игру, это очень прикольная тема. Witch Hunt, это типа как-то Witch Fire, да, это Witch Fire, скорее всего. Ну вот, она выглядела сочно, и сейчас она также выглядит классно. Типа шутерок в антураже. Или Access в сентябре 20-го. Epic Games. Это плохо, и это я, значит, не буду покупать. PlayStation VR 2 никому не нужный, оверпрайснутое дерьмо, без игр. Сейчас покажут игры, видимо.
Ну, не поймите меня неправильно, игры там будут, но почти все игры, которые будут на PlayStation VR 2, они будут на Oculus Quest том же самом, или там на Oculus Quest 3, который вот когда-то выйдет. А при этом цена, ну, намного-намного выше. Ну, все еще лучше, чем, конечно, Apple. За 3500 долларов. Я хочу, народ со стрима сваливает. Видимо, не понравились им, видимо, эти файтинги и так далее. Black Desert. А, это реклама телевизора. Хорошо. Да, это Samsung OLED. Ультра широкий. Когда мы посмотрим твой Oculus в деле, ну, на следующей неделе, я так думаю. Плюс-минус. Что это такое вообще? Это довольно стильно. А, это же этот, наверное, Remnant, да? Это Remnant 2. Я так думаю. Я не играл в первый. Стилистика прикольная, но тоже не любитель такого около мощного говна. Я думаю, что это Remnant. К тому же это все коопные темы, а у меня нет друзей. Кроме вас, конечно. Ну, мне стабильный пати, с кем можно поиграть. Потому что когда я могу, все спят или не могут. Не, ну, драйвово, динамично, типа, упорно геймплей, при этом стилистика прикольная очень. Мне кажется, Remnant сильно, да, Remnant 2. Я думаю, они сильно вдохновлялись Warframe в свое время. Не напоминай лучше. Ну, давайте пойдем, кстати, сейчас. Да странно, он не должен быть длинным. Я вообще предлагаю, наверное, Atomic Heart притормозить чуть-чуть и пройти мелочь всякую, а остальные игры сделать там обзорные. Ну, типа, обзорный VR, обзорный Half-Life Alyx, обзорный там что-то еще. Ну, то есть вот так вот. Потому что с прохождением, вы сами знаете, это затягивается на десятилетие. Десятилетие редких стримов. Alan Wake я купил в Steam старый Alan Wake давно. И так ни разу не запустил. Классик. Built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Глобальный анонс. Глобальный анонс. Ну, это типа первый Соник, видимо. В Epic Games Store раздавали, кстати, да, вот эту классику Соника. Ну, никогда не понимал Соника, честно говоря. Но выглядит мило. Просто я такой не играю, чтобы не опозориться, потому что слишком быстро все происходит. Я просто потеряюсь в следующую секунду. Как запущу игру. Я играл на Сеге в две части на космосе, да? Я ты посмотрел и все понял. Теперь надо фильм посмотреть, Соник. Там Джим Керри.
В Steam выходит Sonic Superstars. Ну, это мы не покупаем. Пока из того, что показали, ну, можно поиграть в принципе версию, можно поиграть в Mortal Kombat. Что там еще такое? Все вроде бы, да? How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Так, PlayStation что-то у нас. Ой, версия, так это Star Rail какой-нибудь. Это Honkai Star Rail. Я уверен. Ведь я знаменитый анимешник. Ну, просто не знаете. Вы думаете, почему стримов нету? Потому что я играю в Star Rail, конечно же. Ладно, имеет правда, что я правильно назвал игру. Ну, в смысле, название произнес. Да, эти вот знаменитые все байфы. Подожди, это плагиат с персонажа из этого, из Лиги Легенд, из сериала Аркейн. Вы меня не проведете. Только там это же сильно независимая женщина, а здесь это сильный, но немножко зависимый парень, видимо, в красной волосах. Ну, жестко. Вот это мы играем, конечно. Это что-то по лору Final Fantasy. Не, это Honkai Star Rail. Это новая игра от разработчиков, от создателей Геншина. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Новый трейлер. Это этот Lives of P. Lives of P, скорее всего. Про Пиноккио, про настоящего мальчика. Ну, с соус-лайками меня никогда не задавалось, типа. Возможно, когда-нибудь мы Elden Ring пройдем. Но я уверен, что нет. Но хотелось бы поиграть, кстати. А возможно, в эту бы даже. Ну, и красиво, графонисто. Стилистика тоже прикольная, конечно. Сосу лайк. Кстати, лайки на YouTube ставьте, да. Можете даже мне. О, ничего. Вот это неплохо было. Лучшее, что есть в игре пока что. Ну, эта игра тоже прикольная. Не, ну очень красиво. И вообще, блин, прям вообще классно сделано. Потому что я не люблю соус-лайки, я не особо люблю такую тоже стилистику, наверное, в этом смысле. Выглядит очень прикольно. Для именно Лиса Маги не то, чтобы нет. Тут немножко по-другому все-таки. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Nintendo, конечно, Switch такой не потянет. For the reveal of a visually stunning new game based on a Список classic демойки manga пополнен, with a куда story уже, and куда world created больше. by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I Я же feel просрал lucky we get to демку reveal этой. for the first time потом here at расскажу. Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go.
Так. Лаут 76... Нет. Я не отказываюсь знать, что это. Через неделю. Это аниме какая-то, да. А, Драгонбол, Драгонбол. Ну, это, по крайней мере, выглядит как что-то, что может поиграть человек, незнакомый с Драгонболом. Действительно, это похоже на такой неплохую игру. От создателя Драгонбола. Ну, выглядит прикольно. Селшитинг, конечно, я не очень любитель. Тут он неплохо сделан в целом. Ну, точно, не мой тип игры, но Сэндленд. Но выглядит прикольно. Безумный Макс по-японски. Да? Аниме Безумный Макс. Ну прикольно. Подай дамка. Ага. Ой. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco. Вот, даже у Джеффа Килли даже сзади видеозаставка. А спросите за ним что? Что в главном меню теперь? Лорвель скриншотом? Что вообще за говно? Ужас After the какой-то. live show, stay tuned for Day До of сих the пор в Devs шоке. from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game Да, reveals. после этого шоу Now, one будет of the Day of biggest the Devs independent и еще publishers какая-то is хрень, Annapurna которую мы Interactive. смотреть And не later this будем. month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing Короче, a вот. number of ambitious Day new of the Devs, projects. вот здесь можно Let's see how many you подглянуть. can А figure out. потом будет, in this кстати, little tease. Devolver Digital, их шоу. Его можно было бы глянуть, но я не смогу продержаться. Сколько вот? 2 часа эта выставка будет. И, короче, о, это, кстати, еще дополнение или что? Или это от них? Так, смотрим. А, ну это ясно. Это просто Day of the Devs разные разработчики. Потенциал. Так, а чё? Некоторые игры я знаю, но вот что была за игра только что за таким домиком графонистая? Там захотелось. 29 будет июня, Annapurna. Тоже у них прикольные такие душевные игры. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures Какая-то that battle азиатчина across опять, land, закоса sea, под and европейской air. фэнтези, Here's a look это мы at Throne and скипаем, Liberty. потому что это ужасно выглядит. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the Не, world. я шучу, выглядит нормально. Но, блин. Персонажи дают азиатчину, которую я не очень люблю. An ancient evil searches for these К lost тому же это fragments, ММО. Я уже не в том возрасте. destroying anything Никогда in не their был в path. нем. You must find them. Harness their power Короче, Black Desert онлайн 3. and put Потому что down 2 уже the есть, это threat Crimson once Desert, как and так for называется. all. Crimson что-то там. Не помню. Я понял, с чем могу сравнить мое мироощущение, скажем так, вот таких игр. Для меня стилистика в таких вот играх, как это,
напоминает такой, знаете, дешевый косплей. То есть, вот есть нормальная фэнтези какое-нибудь высокое там, или европейское фэнтези, а вот это выглядит как просто дешевый косплей. То есть они пытались каких-то элементов понапихать туда, но это выглядит, ну, очень нелепо, на мой взгляд, просто. Кстати, Amazon Games. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't Как have там any дела free у... Steam decks Как for там? you right now. But on June 19th, Steam Next Fest Мамошки does от return, giving fans a Amazon chance to try Games. out hundreds of new in-development games. One of them Даже ее is the название забыл. free-to-play Как medieval называется fantasy мамошка-то, sword-fighting game Warhaven from которая тоже Nexon, разрабатывается which в lets you Андреярде? transform into supernatural immortals. Here's a new look. Так, что там? Выглядит прикольно. Фига себе. Hear the battle call. Cities rise and empires fall. But it's a war. Ну, воскресит его сейчас, есть там? Если он с такой высоты бы в доспех упал, он бы не так выглядел. Немножечко. New World, да, New World, как у него дела? Это тоже какой-то New World. Это что-то... And we keep on fighting. It's a war worth fighting. Вот до этого момента было неплохо. Ну, с учетом того, что тоже какая-то мемошка, но... Все, пошло во все тяжкие. Какие-то ассасины, Кодзима гений... Короче... Жанна Дарки, я не знаю, что происходит, честно говоря. Так не хочу. Тупо я не целевая аудитория таких проектов, походу. Я целевая аудитория Криса Робертс, то есть не мамонт, как говорится. Warhaven. Чем отличается от Throne and Liberty предыдущий? Пойди разберись. О, это игрушка, да. Мы смотрели демку, помните? Вообще суперская. Вот это мы играем. Еще бы друзей бы найти. Ну, это, по сути дела, Human Fall Flat, вот эти вот игры. Это же, ну, не оригинальное. Но здесь они просто делали максимально графонистые скинчики вот этих вот животных с шерстью. Party Animals, да. Помните, мы играли? Очень классно. И, типа она красиво выглядит очень. И она милая, и еще в коробке будет просто обожаться. Вот это играем. Реально, я даже куплю, наверное, ее. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will Тимати make its way Сметана. to Dying Light to stay human. Ну, Get Смектала, ready for типа, не darker, знаю. more dangerous nights and Сметана со truly смекой. volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, Нико. you will get the deadliest It's your summers to date. cousin. Ну, понял. У него акцент какой. У Ника Белик. И у этого... Опа, а чё, все? Вот это включили. Крэш Бандикут. А я думал, это про Dying Light или что это было? Крэш Бандикут как тоже мимо меня прошел в свое время. Psychonauts вторые. А, это Samsung Gaming Hub какой-то. Очередной ненужный лаунчер, что? Ага. Это поддержка игровых сервисов на самом случае. Подожди, а что это было? Вы не объясните, типа, Samsung Game... Кто знает, что такое Samsung Gaming Hub? Подожди, он Welcome объяснит? back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2.
Так. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Сэм Лейк? Sam Lake. Сэм Лейк. Ну... Не знаю, мне нравится подход Remedy в целом. Контрол, к сожалению, не пройден, так же, как и Quantum Break, но контрол куплен, можем как-нибудь поиграть в него. Он очень прикольный. Я заочно считаю, что он очень прикольный. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about the Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. Сэм Лейк вообще стареет, 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their В Alan Wake будет 2 играбельных separate персонажа. terrifying journeys through Alan 2 Wake сам, different собственно, worlds, и and yet it's женщина, all агент ФБР, connected. которая And the player gets что-то там to расследует то, что-то switch between паранормальное. them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. Расследует серийного ритуальное убийство. Бывает в городок какой-то там, в поисках своего напарника или типа того. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played. Короче, да, типа, если вы не играли в первую часть, то вам все равно будет интересно. Это все-таки сиквел, но расскажет отдельную историю, так что если вы новичок, не играли в оригинальную, то вы потеряетесь. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways. Окей, он типа вроде как можно на лету менять персонажей, то есть переключаться с одного на другого, и у них будет очень много точек пересечения, естественно. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories Вообще, если я правильно понял, вот эта сага, и этот ФБР, второй персонаж, это на самом деле просто герой произведения, которое Алан Вейк написал, условно говоря. То есть это оживший, ну не оживший, грубо говоря, это внутри происходит его произведение. Так. Трейлер должны показать же. Я не смотрел новый трейлер Alan Wake, и Alone in the Dark смотрел, только скриншоты видел, там актера главного и такого. Ну, интересный проект, на самом деле. Что Alone in the Dark, что Alan Wake. Но на это нет денег. У меня бюджет расписан только на Stalker 2 и на Starfield. Starfield, конечно, очень жду. Хотел бы еще Amnesia The Bunker, которая недавно вышла, Бункер, но не получится. Нет денежек. Дико, все равно не выйдут. Да нет, почему не выйдут? Смотри, вот они уже
Выходит, как агент ФБР выходит из лесу. Ох уж этот геймпад, геймплей. Сосновский геймплей. Ну, можно было интерфейс-то поменьше сделать, типа... Вообще, я не люблю, вы знаете, игры от третьего лица. Хотя есть очень много достойных проектов, но все они были бы лучше, если бы игра была от первого лица. Типа, особенно такие вот шутаны. Я еще понимаю, что Ведьмака сложно сделать от первого лица. Тупо потому, что он исполняет очень всякие акробатические приемы, пируэты и так далее. Которые было бы классно найти издалека, ну, то есть извне. А игрока от первого лица это было дезориентировало. Но вот светить фонариком и держать пистолет в руке, это можно от первого лица типа сделать спокойно. И в хорроре, да, и в хорроре это лень было бы супер страшно, вы бы обосрались. Ну, я бы точно обосрался. Вы не знаете. Это не настоящий. Это лесник. Это уже тизерили чуть раньше, но без геймплея. Понял? Не, я знаю, что тизерили, но я... Просто там были какой-то трейлер уже, ведь тизерили, я не видел. Выглядит как-то... Короче, вот интерфейс можно было бы не таким гигантским сделать. Мне нравится, что нет никаких других элементов, все лаконично справа снизу, но можно было просто размер. Надеюсь, можно будет просто уменьшить его, то есть в настройках. Ну, в целом графон, ну, не прям какой-то супер, да. Мне кажется, на уровне переизданий Resident Evil. Resident Evil 2. Троечки. Где-то такой графон. Тоже отдает вот Silent Hill, Resident Evil. Блин, Silent Hill 2 я жду. Я же обожаю. Silent Hill 2 это мой любимый хоррор. Единственный, кто я играл и проходил до конца. Эх. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Прикольно. Опять Epic Games, видите, эксклюзив Epic Games, то есть мы поиграем только через годик после его выхода. Если ты ДК студии это имел, то да. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Space Marine 2. Блин. Я в первую играл, было прикольно, но надоело к середине. Я не прошел по этому. Вторую есть смысл, наверное, пройти. Лагает, я вижу, но графон мой почти нет. Хотя лично мне, наверное, орков было бы интереснее месить, как в первой части, чем тиранитов вот этих. Это кайф. Вот эта игра для мужиков, они не хотели все же. Тонкая старая. Ого, компании в копе можно играть. Музон, слышите? Это не мой, за императора. Какая, смотрите, какая мини-фигурка прикольная. По пояс в кровище просто.
Что такое? Это новый этот Kingdom новый. Очень похож на Kingdom новый. Только очень... Ну, по крайней мере, стилистика такая, но это вряд ли Kingdom. Что-то прям супер замутно все. Фига. Brave Without Presence. Что-то прям... Ну, просто тут, блин, и картинка сочная, и сеттинг, который мне, в принципе, симпатизирует, и музыка. Просто меня купили этим трейлером. Хотя я вообще не знаю, что за... Yes, Your Grace. Ага. Это не дополнение, это же вышла игра уже, да? Нет, я не знаю. Ну, короче, Beautiful indie game, yes, топ. Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, У меня есть Your and Grace, yes, по-моему, horror есть master в... John Carpenter. It's a brand new world, John a brand new Carpenter. story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ну-ка, ну-ка. Так, что, Saber Interactive, Focus Entertainment? Судя по всему, да? We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. Ну, это господи, процесс. On my mark. 5, А, зомби. 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love. Че это, я не знаю. Нужен прям токсик команд. Ну, окей, трейлер прикольный, но у меня, конечно, вопрос, зачем? Типа, зачем нужно это, когда всяких зомби-шутеров, вот таких крупных, довольно много развелось, они все довольно однотипные. Даже не обязательно зомби, но я имею в виду коопные 4 на 4 человек, короче, шутан против волн врагов, типа Warhammer, Vermintide 2, Dark Tide, Warhammer, Left 4 Dead, эти вот лайк все, Back 4 Blood, да, называется, World War Z, ну, там, короче. Ну, типа вот я только навскидку назвал самые знаменитые. Зачем это нужно, непонятно. Ну, громкое имя Джона Карпентера зато заслужено. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. О, Baldur's And Gate, today, это топчик, a new на самом member деле. is joining the cast. Никогда, We're скорее about to всего, see у the меня руки до reveal нее не of дойдут. Lord Enver Gortash, the commander Потому of что я a еще mechanical army of Steel Watchers. предыдущие He's их a не second проиграл. antagonist and is voiced by a familiar name. Вариант крутые, типа. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. Интересно, что они показали именно как озвучивали, ну ладно. Актер отыгрывает, конечно, все стоит. Shall we be allies? 31 августа. Ну, это уже релиз, по-моему, не ошибаюсь. He said it was under control.
It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Подождем бета-теста от консолей холопов. Спайдермена. Без негатива, конечно же. Потом поиграем. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of two characters. Я даже Веном в Steam его купил, запустил, посмотрел маленько, прикольно. Причем подтормаживает на моем ПК. Видимо, просто но потом удалю. Когда-нибудь в Steam возможно. Кто-нибудь играл в Человека-паука? So Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York. Мир будет чуть ли не в 2 раза больше, чем в первой части. Там и так довольно большой город. So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us what's the origin of Eddie Brock Venom? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. В целом, наверное, просто на игры не тянет иногда, на сюжетные, на большие сюжетные игры. We love Venom for a reason. Yeah. Мне нравится очень прикольно. Просто я любил Человека-пауков, вот именно, ну, игры, в смысле, про Человека-паука, да и мультики тоже, и фильмы. Короче, я фанат Человека-паука, понятно, что-то. В общем, я вот второго Человека-паука играл старый еще, который, помните? Первый немножко играл, и в третьего играл. Второго я проходил полностью, третьего, по-моему, тоже прошел. Очень классно было. Типа летать по городу на паутине. Ну, боявка такая себе. The strength, and even the transformation of Peter's moves in that. По сути, в старых вот Человека-пауках боевка была как в этих, в Бэтмене от Rocksteady. Ну, естественно, тоже такая. It's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting, so how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah, okay. Короче, ты знаешь, что мы делаем эксклюзивность, давайте мы, короче, посмотрим, типа. Он говорит, выйдет осенью-то, вы сможете осенью-то выпустить игру? Говорит, давайте посмотрим кое-что, эксклюзивно. 20 октября. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Ну, я думаю, неплохо, awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses, too.
спросить, это покемоны или это, ну, не покемоны, но совершенно очевидно, чем они вдохновлялись. Ясно, короче, да. Совершенно, чат, это совершенно точно не покемоны. Любые совпадения, они случайные совершенно. Видите? Это не покебол был точно. Чего вообще? Ну окей. Я думал, реально что-то будет хорошее, а это какой-то кал. Красиво. Опять ему мошка какая-нибудь. Джей Дайнасти, как они сказали, да? Что-то такое. Ой, все как я люблю. Короче. Black Desert был. Че это? Типа новый какой-то экспаншн? Our story is more Да. than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. Это уже With интересно. hammer and axe we mine and sculpt. Across Группа гномов с Middle Earth, крафтом. delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Прикольно. Стратегия, что ли? Или прямо сим? Ну, типа, как Римворld, колония сим. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Хм. Прикольно, ну такие сдержанные. Я даже не слышал про Цинка с новым, честно. Телек показывает. Я не знаю, кому вот нужна такая щель. Я не понимаю людей, которые нравятся такие узкие мониторы. Но каждому свое. Что за Samsung Gaming Hub? Хватит показывать. Че это тебе? Как это? Чё? Консоль не нужна, типа, играть на Samsung? Какой-то облачный гейминг на Samsung получается какой-то, да, походу это? Я просто вообще не слышал про такое. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Ага, мобильная игра от легендарной франшизы. Так, это мы играем, видимо. Это мы играем, надеюсь. Кинезис. Я не знаю, что это мешало. Сифилот. Ясно, это Final Fantasy какая-то. Это на любителя тоже. Пока, кроме, ну, Alan Wake, естественно. Вот, типа, если на серьезке, что бы я хотел прям поиграть, Mortal Kombat не будем, честно говоря, брать, потому что это, я не прям фанат. Вот Alan Wake, вот, Yes Your Grace, игрушка, и про гномов вот это. Вот это я бы хотел поиграть. Больше ничего не было, да, ребята? Вам что-нибудь вас зацепило? Final Fantasy 7.
Прикольно. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Witchfire, Final да. Fantasy... Да, Witchfire очень, Witchfire. No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. Короче, DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. Промокод. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. We are banishers. Что-то я такой тоже припоминаю. Да, это про экзорциста в очень странном сеттинге таком. Типа этой Северной Америки. Да, кажется. Да, я помню, что там был тоже трейлер прикольный, а вот геймплей как каловый какой-то. Ну, то есть, ну не каловый, но специфический. Я не люблю такое. Типа не стилистика понравилась. Да, вот с этим с духами, это какой-то экзорцист, короче. Ну, типа, вот все клево, графон прикольный, интересная концепция, но геймплей какой-то не до God of War, типа, с кучей эффектов. Ну, я не люблю такое. Я, конечно, сейчас брюзжу, как старый пердун, но я есть старый пердун. Так что все нормально. Не-не, мы по-моему, смотрели Банишерс, да? Мы где-то его видели, этот трейлер. Может быть, я без вас смотрел его, но, по-моему, с вами. Там просто он был более короткий еще. И геймплея почти не было. Это чё, этот... Якудза, как он там? Якудза. Нет. Если меня спросили, я бы сказал, что это знаменитейший. Да, это я уверен, что Якудза. お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。お前の名は俺に名はない。Like and Dragon. Ну да, это ответвление вроде как от серии Якудза. Ну да. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive Вот это я day. тоже чуть-чуть видел. Да, тоже прикольно. Что стилистика такая, видите, это Adjusting футуристическая. morning wake up. Good morning, just Stan. Base to Capsule 12, come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Это, по-моему, я уже без вас видел коротенький трейлер, если не ошибаюсь. Definitely a leak here, Tim. Прикольно выглядит. Ну, типа... How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? 3 месяца, 17 дней, типа, я держу. They shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No.
Waves прикольно, мне нравится. Вот Under the Waves тоже заверните туда же, потому что выглядит супер классно. Выглядит душевно, It's a beautiful new game, интересно. Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Gonzo, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. После непонятного Вангварда, и потом они просто переделали Call of Duty 2019 года, и назвали это Call of Duty 2, причем они ухудшили некоторые моменты, которые хорошо работали в 2019 году. Ну, помните, да, я очень долго играл в Call of Duty 19, и Warzone играл, я обожаю, это просто одна из лучших частей, потому что это было просто переделка, просто осовременивание Call of Duty Modern Warfare 1. А вот вторая часть, это кал какой-то. Ну, не кал, но типа... Ну, так как 19-й год они уже не поддерживают особо, и Warzone 1 стал Warzone 2, ну, я поэтому и не играю в это. Похоже на смесь British Сабнавтики. Ну, Сабнавтикой, наверное, есть вайба, а вот British нет, наверное, там... Скорее, что-то от Сомы, возможно. От Сомы и от Outer Wilds. Мне кажется. Бойс там был написано, да? Ну, типичный трейлер Call of Duty, причем плохой трейлер Call of Duty. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Так, показывайте. Xbox стилизованный под Porsche. Под старый какой-то. У кого были такие игрушки в детстве, металлические? Советские такие гоночные машинки, у кого были? Ну, прикольно, прикольно, тут не поспоришь. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look. Отлично, на PC выходит, но это чё? Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Окей. Days pass so quickly. Попытка сделать... как он seasons. называется? Блин. It's been a breath of fresh На Nintendo, air. короче, игрушка из головы вылетела. Ну, вы поняли, короче. We found a way to get cozy and settle in. New Horizon, как она There's называется. something more I've been itching to explore. Прикольно. Realms where magic comes to meet us. As long as we're Но мне больше понравилось, если бы we здесь не can было этого face магического anything. подтекста, призраков, волшебных существ и всего. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? We
promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Да, типа у вас Now, please в welcome одном шоу Ben Mortal Brode, Kombat и Chief вот эта вот Development Officer игрушка. and flannel Fair enthusiast Farm. at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Marvel Snap, традиционно качественная игрушка. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Она же, Game. по-моему, Seems уже like you've есть been very busy. We're в excited Steam about даже, the кажется. Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and Ben Brode. some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce там есть Groot, Marvel всё, Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Так, Ben. какой-то Conquest мод. That's you. Довольно Made for режим. you Не two. знаю, я не All right, играл well, в это, we heard you конечно. brought something fun with you for us Как-то to после watch, right? Гвинта и Хардстоуна я yeah. перегорел с So, карточными listen. играми. I am Но было incredible весело. at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. Тут и And I like проигрываете. to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, Yes. sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. В основном вы проигрываете, потому что вы сосете. Типа, но иногда, возможно, немножечко вы проигрываете, редко, потому что вы, ну, просто вам не повезло. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And Чуваку не везет, типа, постоянно. okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being Ну, прикольно это, типа, чуваку, типа, обратная синергия выпала, то есть все карты против него. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Так, Season Avium, да, 3 of Fortnite Wild. непонятная Now, if you're looking for графонистая the игрушка про smartest way to магию, level up your которая gaming this summer, интригует. compare top credit cards Но, side by side with знаете, NerdWallet and start maximizing графоном, your в принципе, cashback интриговала rewards on и everything from как эта Wi-Fi игра to там. headsets. Что-то мне снилось память, Now, ну, ребята, here's a look at King полпятого Arthur у меня. Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for Forspoken, mobile and Forspoken PC, a очень fantasy интриговала squad графоном, RPG adventure а that is потом играла available с to Калом и pre-register без графона. today. Так, кабам какой-то. Да, это, кажется, это игрушка. Про магов. Или нет? Нет, я сегодня нет. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Это другое, да. Какой-то очередной кал. Король Артур на нас напал. Так. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon. Это какая-то игра по Лиге Легенд, нет? Что-то мне кажется, давно. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions.
Остановить как Wayfinder какие-то, короче. Нас напали все псевдоигроделы. Что за игра-то, не знаю. Что-то стилистики напоминала Лигу Легенд, я думаю, это она. Fortnite? Жесть. Fortnite превратился в Call of Duty. Все. Надо устанавливать Fortnite, получается. Я знаю, что она очень графонистая. Попробуйте. Это Fortnite, да? Там вот простите, уже есть в Fortnite. Cyberpunk. Жесть. Стилавис какой-нибудь. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. Stellaris Nexus. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve Во, это наша тема уже. that could be of value to Scavex. Так. Ну, Space Trash Scavenger. Captain's log. Такое. Stardate 43152.4. Так, Star Trek, кстати. Так можно в стриме Star Trek у нас был. Может быть, это будет очень интересно. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Стратегия, что ли? Что так, Infinity? Hey there, Summer Game Fest 2023. Это не новая It's игра, Will видимо, Arnett да, если я here. правильно понял? Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited. Мне кажется, нужно разработчикам игровым запретить употреблять фразу really excited. Типа, ну, серьезно. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Да, возможно. I'm more of a Hawaiian. Это не Коматек писал, кстати, просто так, что он играет. Периодически. Я не помню. Кто-то писал, что да. Но не Фрейн. Кто-то из ситинской нашей. Не знаю, кто там. How about a little kill music? Я забыл, в какой игре вот этот актер играет. What? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Then don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Twisted Metal, да. Да, я знаю, что он нравится. Я забыл. Twisted Metal точно. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Так, еще полчаса осталось шоу, получается. Ой. Стильненько выглядит. Goddess of time. Receive my life, Хрен знает. Let this power Ну там же были всякие такие приколюхи типа клонов.
alongside your past selves. I'm here again. Думал, будет проще графон. Прикольно. I rewind. I begin again, but with another meat Я to fight как with. слышишь, тоже не особо любитель. You're coming with me. Ну, выглядит симпатично, типа. Be in multiple places at once. I will become legion and crush these demons. Лис. Onwards. Фанка. I can feel that there are more. Здесь какая-то... Можно мне попроще чем-то название? Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP Это сериал from будет по Ascendant Twisted Metal, Studios, a понимаешь? single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and Во, fluid. It's an Immortals of FPS Avium, in a вот эта вот fantasy setting, штука. kind of like Doom with magic. Вообще It непонятно, also что has a это. great Выглядит cast сочно, led by Darren очень Barnett as the графонисто, main character прям, Jack, and ну, he joins us невероятно now. Hey, графонисто. Darren. Hey guys. И реально have you with интересно, us. что будет в you. итоге. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it. Ну, вдруг with будет all the весело. Ну, типа, это же все spellcasting, попытка the на magic. выход на What can you tell us ностальгии, на about the story какой-то and sort of how this фан-сервис. battle mage Jack Ну, да. sort of becomes a battle mage, Странный right? Yeah, he выбор kind of серии comes для from nothing. He's, экранизации. I guess they call him a street rat, is what he was. Ну, But конечно же, he, трейлер. Неинтересно during никому a time of давно актера intense слушать, мне trauma, кажется. he summons the power to control magic, becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. Короче, You have элитный a great спецназ cast, Eugene боевых Torres in it, lots of магов, amazing actors который in this называется incredible, Авиум. really high И вот production бессмертный value из game, that's coming Авиума, up this summer. как We don't название, have to wait long собственно, for it. нам And I объяснил. know you brought something with you to share Немножко today, лора. which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you Не удивлюсь, если это the будет Immortals эксклюзив and EPGS myself тоже. confronting Sandrak directly, who is То есть так и the есть. top villain of this game, and trying to end the Ever War. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for Так, вот, PC, геймплейчик PS5, покажет, and наконец-таки. Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Так. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Дизайн врагов не нравится. Плохой дизайн врагов. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Get to the control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Типа какой-то, ну какой-то Magic Punk скорее. Чего есть тут магии, магические сверхразвитые технологии, вот, летающие магические корабли, звездолеты, летающие, вернее, какие-то проекты из магических камней и так далее. Ну, тут, кстати, она уже не выглядит так графонисто, кстати. Да, тут она не выглядит сильно графонисто. Выглядит как какой-то биошок. Плюс-минус современный.
Да. Что-то я передумал хайбить эту игру. Все, что я не очень люблю в играх. Куча эффектов излишних. Destiny боевка. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Ну, ничего не понятно пока, но, честно говоря, я думал, будет покруче. 20 июля. Ну, уже скоро выходит. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power Новый Battle Pass, конечно, донатьте нам, of пожалуйста. Cybertron. Here we go. V-Bucks, или как это называется. Ну, трейлер, конечно, супер перформанс. А вообще, помните, как Fortnite начинался? Fortnite же это была не очень удачная попытка сделать Tower Defense игру по типу Orcs Must Die на движке Unreal 4, которая, по сути дела, провалилась, была не особо интересная, а потом на ее основе, ну, то есть режим такой полумультиплеерный, который был в ее трансформере. Ладно. В общем, из режима, который... То есть они, короче, скомпоновали то, что игрокам больше всего нравилось, и делали на основе этого, ну, типа, мультиплеерный Battle Royale, и он внезапно дико выстрелил просто. Ну, не то, что как бы прям внезапно, довольно закономерно в плане того, что вот, ну, какая была работа проделана, что ли, на какую аудиторию они целились. Но вот если учесть первоначальную их идею, вот эту вот игру про зомби, про шторм, про Tower Defense, это, конечно, удивительно. Просто коллаба на коллабе. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Это Final Fantasy какой-то, что ли? Ну, да, ясно. Ну. Wow, just look at it all. It's so green. Even after everything we've done. Ничего интересного, честно говоря, не показали. Особенно чего-то неожиданного, нового. But in reality, it's barely hanging on.
was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Вот Final Fantasy мы тоже никогда не понять. Слишком рассчитываем на аудиторию Feast your eyes on the Turk's японского latest and рынка. greatest. Elena. She may be new, but she's still a Turk. Подлагивает. Так, осталось 15 минут выставки, и надеюсь, что интересно покажут, есть что Эх. Ладно, ничего, все еще 11 числа, ребята, приходите на стрим, будем смотреть презентацию беседки, там будет Starfield. Обещали около 30 минут геймплея и какого-то трейлера, наверное, который тоже, скорее всего, будет геймплейный, потому что они в основном делают геймплейный или около геймплейный трейлер. You know that I killed her. So, who is she? Зал просто рвет. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth Понимаете coming это, раз как early хотите. 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Все? Ну, блин, даже тут подытоживать нечего, ребят. Серьезно, типа, очень пусто. У нас еще будет PC Gaming Show. Может быть, посмотрим как-нибудь его. Надо вспомнить, только когда он будет. Ну и я жду, конечно же, шоу по Starfield. Starfield на данный момент самая ожидаемая моя игра. На первом месте точно Starfield, на втором Stalker 2. Ну что, все? Ну, грустно. И вот игр нет на самом-то деле. То есть у меня-то их есть в бэклоге миллион, но по факту ничего не показали. Вот 11 июня, ребята, Starfield Direct называется шоу. И 11 уже, получается, так, позже будет PC Gaming Show. Не знаю, посмотрим мы его в онлайне или все-таки посмотрим его потом в записи трейлера, просто посмотрим. Пока не знаю. Ну вот Day of the Devs и Devolver's Digital посмотрим точно трейлеры позже в офлайне уже, да.
И Developers Digital, может быть, посмотрим всю презентацию, потому что они обычно устраивают прям шоу такое на грани фарса. Так что вот. Ну, а сегодня будем заканчивать стрим. Давайте с следующим стримом определимся. Это будет как раз 11. Скорее всего, вот с 11 на 12 будет стрим. Я напишу еще в телеге, напишу в Дискорде уже. Ну, вы заметили, да, в Дискорде я делаю анонс незадолго до, а в Телеграме иногда чуть-чуть заранее делаю анонс. Вот. Так что следующий стрим, скорее всего, 11. Ну, буквально, да, тут пара дней осталось. Может быть, в субботу подрублю. Пока точно не знаю. Посмотрим. Ну, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто сегодня был. Это Пустельган. В основном мы сегодня с ним общались. И ДК Студия. Спасибо вам, ребят. Также был Грификон. Также был Мистер Виви. Что-то не отписался он, но я его запалил. Еще был Каматек. Спасибо, ребята, вам. Надеюсь, вам было интересно. Ну, просто провести со мной время, посмотреть эти презентации. Но, честно говоря, игр каких-то интересных не было. Ну, не особо было, да, то есть... Так, давайте, кстати, посмотрим этот... как он там, See Your Grace... Yes, Your Grace, типа того. Ну-ка. Фокус лета, кстати, еще больше презентаций в прямом эфире. Ну-ка, что там? Может быть, там все собрано? Так, в одном месте. Горячие новинки. А, ну это просто можно посмотреть здесь. Ясно, это не то. Yes, Your Grace. Yes. Yes, Your Grace. Но на мне желаемом есть. И Snowfall это, видимо, продолжение, да? 700 тенге стоит. В принципе, можно как-нибудь потом прикупить. Недорого. Тоже было желаемо засуну. Witchfire. Есть ли Witchfire, да? Fire. Я ничего неправильно пишу, видимо, но вот так как-то должно быть. Что за ведьмочки? Ясно, спасибо, не надо. Чем мы еще видели? Что-то там Waves, да, там Waves, Under the Waves, да? Вот, Under the Waves, но она тоже в избранном у меня. Пакеты. Так, не пиши мне в список пожалуй, это второй мап, я серьезно. Так какой тебе первый так? Ты мне скажи, пожалуйста, список. Какой тебе первый ак? Я реально забыл, кто, ну, типа... Я помню твой никнейм, вот этот второго ака, а первого ака я не помню, кто это. Так, Рабовтор или кто, я даже не знаю. Амидал. Я реально, ну, типа, теряю догадок. Или это Моран, скорее всего, это может быть Моран, но я не уверен. Я не знаю реально. Так. Что там еще? На следующем стриме увидимся, ребята. Так, сейчас хотел что-то показать еще. Да, пожаловаться хотел. А я, по-моему, ее удалил, я даже не пожалуюсь. Да, я ее удалил. Короче, Амнезия у нас еще есть демочка. Можно в нее поиграть будет. Она должна быть не очень длинная. И я же очень жду Invisible. И была демка. В общем, 3 числа, 3 июня у меня был день рождения. Я хотел, конечно, традиционно подрубить стрим. Но в этом году без подарков. На Новый год я сделал хороший розыгрыш, мне кажется. И поэтому говорил, что летом не будет. Вот. Но 3 числа меня дети сильно болели. Я уже подрублю, ну, типа, настроил сцены, все, короче, сделал. Думал, подрублю. Но уже было поздно. Там 3 час ночи был. И я уже решил, не буду подрубать ничего. Жалко, к сожалению, не получилось. И вот я хотел 3 поиграть в демку The Invisible. Invisible, вот, непобедимый, неуязвимый. Была демка доступна. О, загрузить демку. Подожди, она сейчас, наверное, заново доступна. Слушайте, она заново доступна, видимо, из-за геймфеста. До выхода. Кайф. Тогда, короче, смотрите, не все так потеряно. Я еще жестко расстроил, что не получилось 3 подрубить.
Ну, а с тех пор, короче, тоже не было особо смысла подрубать. Вот, 8 числа у моего старшего вчера был день рождения, тоже вообще без ног. Я говорю, у меня, по идее, с 3 числа начался отпуск, но пока я его еще не ощутил, потому что 3 числа у меня был корпоратив, я весь день был на природе, короче, устал как собака, я тоже с старшим сыном был. А потом дети приболели сильно, но они до этого маленько хворали, поэтому младший-то и не поехал, у него была температура высокая, и, короче, не получилось подрубить. Ну, 4-го я отдыхал после этого всего, а 5-го там весь день на ногах, там кучу дел переделал. Ну, 6-го, 7-го, 8-го там тоже были свои, короче, препоны, к сожалению. Но, говорю, с 13 числа примерно подрубки будут почаще, я постараюсь чуть ли не каждый день там стримить, условно говоря. Так что, надеюсь, все получится, хотя бы в этот раз. Вот. Так. Ну, кто еще мог посеять создать скучных игр? Ну, я думаю, Крабовто это все-таки, наверное. О, с прошедшим тогда действительно у тебя же в начале июня всегда день рождения. Не было, значит, не постарел. Это прикольная фраза. В начале июня всегда день рождения. Ну, как видишь, не всегда, видимо. Ну, спасибо большое. Так, ладно. Давайте сейчас поставлю на закачку, что... Ну, я выключу. Вот. Хотел похвастаться еще, короче, анбоксингом, не знаю. Купил мышку себе в итоге. Ну, это как подарок на день рождения. Еще один. Вообще, я купил другую. Ну, давайте я на следующем стриме расскажу про это. Я там выбирал мышку очень долго. Давно хотел беспроводную. Я, короче, давно стремлюсь, ну, как бы от проводов отказаться по максимуму. Но на самом деле мне нужно отказаться только от наушников, от провода от наушников и от мышки. Потому что клавиатура, в принципе, она не парит. Она стоит на одном месте. Ну, и почти никуда я ее не двигаю. А вот наушники меня реально, ну, раздражают. Провод. И вы помните, давным-давно, на заре моей стримерской, карьеры, скажем так, стримера на 3 человек, у меня были плантрониксы, наушники беспроводные. Вообще отличный звук был, и работали от провода, без провода, короче, вообще крутые были наушники. Ну, микрофон на то время был сносный. Ну, вы помните, это шипящий, прудящий микрофон. Вот, потом, конечно, немножко улучшился он, когда я купил клауды. Вот, но клауды уже проводные, вот до сих пор на них сижу. Суперские наушники. Пробовал покупать беспроводные. Мне жена подарила как-то то ли тоже на день рождения, то ли на Новый год, я уже не помню. Беспроводные Cloud Alpha, по-моему, они называются. Нет, не Cloud Alpha. Cloud Fly или что-то такое. Cloud Flight. Называются они. У них прикольная компоновка. Вот эти проводки торчащие, у них они более такие толстые, и они не так сильно деформируются, короче, при использовании наушников. То есть они как бы потенциально надежнее, еще и беспроводные. Но они дико фанили. Ну, не дико, но, короче, фанили. И мне пришлось их вернуть в магазин. Такая фигня. И хорошие беспроводные наушники стоят, типа, очень дорого. А гарнитура мне, по сути дела, не нужна. А на рынке там не так много каких-то бюджетных, там, условно говоря, ну, от 3 до, не знаю, до скольки, до 6, до 7, до 8, то есть, ну, максимум до 10 тысяч, короче, какие-то наушники, чтобы купить, ну, такого почти нет, чего-то такого сносного. Но пока эти живые, я не буду ничего менять, естественно, вот. Ну, так что себе вот побаловал себя мышкой, на следующем стриме расскажу, наверное, про нее, ну, или через стрим как-нибудь похвастаюсь, вот. Ну, ладно, ребята, все, не буду вас больше задерживать, у меня уже расцвело. Не знаю, смогу вам показать, не смогу. Так. Поставлю на закачку. Что у нас требует? Требуется место 18, а мне доступно 8 гигов. У меня нету. Мы на C-диск поставим. У меня на C, правда, не настроено. Ну, короче, потом я это сделаю. К следующему стриму, наверное. Так, сейчас попробую показать. Уже светло за окном. Во. Уже светло. Вот. Так что, ладно, доброй всем ночи, ребята. Спасибо всем, кто сегодня еще раз был. И берегите свое здоровье. Пока-пока.